Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Сегодня мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3, и мы тут прямо перед боем с Рафаилом я немножечко самую капельку раскидала тут бочки с огневухой. Я на самом деле... Извиняюсь, я заболела еще сильнее, это какой-то мем просто. Я на самом деле не очень хорошо помню, где именно нужно раскидывать бочки, потому что в прошлый раз, когда я это делала, это было довольно давно, пару каток назад. БГ, но примерно плюс-минус вот на лестницах нужно, но я на всякий случай поставила еще чуть-чуть дальше. И я сразу расставила всех в разных местах. Типа, это, конечно, не обязательно, я и без этого справлюсь, но просто. А может, наоборот, это пойдет что-то не по плану и будет хуже. Ну ладно, это не важно. Это абсолютно не важно. Давайте, погнали. Время на миг замедляется, воздух сгущается, хозяин дома возвращается. Советую читать, потому что я не хочу Рафаила озвучивать. Hello. There are many things in your world that I loathe. Litters of kittens, chattering children, the noise and the chaos of it all. In my world, in my house, there is order and there is decorum. You came here uninvited and you stole from me. In doing so, you brought the chaos of your world into mine. I will not abide it. Что ж. Горилла, это твой шанс получить свободу. Помоги мне его прикончить. Думаешь, я на твоей стороне? Да ты здесь только потому, что Рафаил тебе это позволил. Я позволила тебе решать собственную судьбу. Ты могла проявить храбрость и бескорыстие, спасти мир. Но вместо этого ты решила всем рискнуть и устремиться сюда. Take away their free will and they call you a tyrant. Allow them to indulge it and they become tyrants. You would have been heroes if you'd only dealt fairly with me. Instead, you're not so different to doomed Karsus, overreaching your limits and burning your world to ash. Wrong! They will save their world and smash you to smithereens. It's this charming naivety that makes your company such a joy to me, Hope. I'll even forgive this little rebellion once you're suitably chastised. This isn't a rebellion. It's a revolt. I'm revolting! Then Hope dies today. Нет, Надежда не умрет сегодня. Надежда умирает последней. Кстати, приветики. Юркир. Struck me down beneath the Shadowlands. They are worthy opponents. Their skulls will make fine trophies. Да ладно, переходи на сторону победителей. У Рафаэла нет шансов в бою со мной. Ух, 30, я сохранюсь. Да не, ну 30 это много. Чего так дофига? Неужели не получится? У меня обычно всегда получается, но я не буду нажимать F9. Я просто посмотрю, насколько... Давай, последний бросок. Вдохновение последнее. Давай. Да, блин, ну да, это логично. Обычно у меня получалось. Ладно, не буду я перебрасывать. А жаль. Это усложнит задачу на самом деле. It will only take a moment to finish you. Что? Я тебе хочу сказать, что с самой первой нашей встречи у меня была надежда тебя убить. Hope. It always burns you in the end, little mouse. Сам ты, little mouse. Down comes the claw. О, да ладно, ну такой прям крутой.
Это все да, но музыка, тема Рафаила, когда с ним драка, это просто шедевр. Послушайте, я буду молчать. Я не могу просто, какая она классная, эта песня, боже. Это нечто. Заметьте, что у Рафаила 666 здоровья. Hell has its laws. Hell. Effect and the cause. Curtain falls, but hold your applause. Squirm. For now down here come the claws. How hard you have fought. Brave, but it's all been for naught. True souls that couldn't be bought. Doomed, detected, and caught. No more deals, it's over. Я забыла сменить оружие. Лазель. It's over. This house of hope. Ничего. Боже, какая это шикарная тема. Это просто лучше. Я не знаю, у меня такое ощущение, что то потратили на эту тему больше, чем на всю музыку БГ. Хотя тут обозначу, вся музыка классная и несколько песен просто супер крутых, которые я обожаю. Но тема Рафаила... Мама. Я не хочу вырезать этот бой чисто потому, что тут крутая музыка и, ну, потому что просто... Потому что... Мне так нравятся все их промахи по Лазель. Ой, а по мне не промахнулся, тварь. Ну ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Я сейчас сделаю все по-другому. Зелье скорости выпила, доброгрибочек сожрала и пошла жара. Знаешь что, знаешь что?
Уп. Угу. Пик мне. Давай магическая батарея. Или без магической батареи. Ладно, давай все. Хотя тут вот еще эти лежат. Да блин, я их никуда не вкинула. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Окей. Надежда сегодня бить собирается, кстати? Нет? Просто чтоб я знала. Ой, Карлуш, я за тебя вообще забыла, веришь, нет? Да ну... Давай не провоци. Тут еще стояла, я его не заметила как-то. Ну туда ее. Ой, отмени, ладно. Never mind. Надежда. Кстати. Что у тебя за направляющий луч, божественный удар? Вот, кстати, можно божественное вмешательство и истребить ересь. У нее там случайно нет какого-то прикола с божественным вмешательством? Ну, вроде нет. Ладно, истребляй ересь, но посмотрим. Нормально. Нормально. Окей. И еще живой. Смотри, тут один смешной остался. Ты просто дальше всех стоял, да? Вот тебя и не задела. Ну ладно. Лайзелька, добей, пожалуйста, его. Ну, 285 вряд ли она добьет, но можем попробовать. Можем попробовать, как минимум, да? Right. Ну, Астариан-то точно добьет, да? Давай, Астариан, я знаю, ты сможешь. Ты справишься с этим говном. У меня где там стрела? Бестий. Бестий — это для него. Можешь даже попробовать чуть ближе подойти, чтобы... Ага, не можешь. Хамбес. Обидно, неприятно. Ну ладно. Ничего страшного. Мне его немножко жалко, типа, это какой второй? Какой доход? Оу. Ну ладно. Давай еще разочек. Давай еще разочек. Последний давай. 16 кп, все, ну тут он точно все. Right. Say bye-bye. Хорошо. Это хорошо. То, То, что мы остались живы, абсолютно абсурдно. Может, нас нет? Ущипни-ка себя, убедись, что не спишь, чтоб... О, господи, вот это ты, конечно, рифмуешь.
ущипнуть себя. Я не буду, мы в порядке, Надежда, у нас все нормально. Then we're not just fine, we're Когда мы не просто в порядке, мы spectacular. великолепны. Какой чудесный, замечательный, славный день. Ну да, распалили Рафаила. Но моя бедная сестренка Карила. Так нечестно, что она умерла. Я пролью по ней целое море слез. Она сделала свой выбор, когда встала на сторону Рафаила. А до того, как сделала этот выбор, она была личностью. Когда мы были маленькими, она всегда оставляла мне последний кусок пирога. А хулиганам, что дергали меня за косички, она в кровь разбивала носы. Она была моей сестренкой. Но, как однажды сказала одна мудрая женщина, нечего рыдать по пролитой крови. Надо идти дальше. И несмотря на потерянные годы, в моем сердце достаточно любви, чтобы отвезти тебя домой. Первый раз с тех пор, как ты услышала ее голос, Надежда кажется спокойной. Покой струится от нее к тебе, заполняя всю твою душу. Теперь ты свободна. Куда отправишься? Никуда, кроме как сюда. Я, кажется, уже не знаю, где находится что-то еще. Lick of paint and a thorough cleaning. This could be a lovely little house. And I can hardly leave. After all, who would ever want to think of hell without hope? I hope I'll see Carilla again one day. And that she'll say sorry. And I'll tell her she's forgiven. I hope I find all the pieces of my mind that fell out of my head over all those years. And that I'll be able to put myself back together again. I hope the echoes of pain will fade, and memories of sorrow will die, and that you'll visit me here someday. Да. And I hope you have a happy ending of your own. Так. Надежда наконец-то обрела свободу. Теперь она намерена сделать этот дом домом надежды в подлинном смысле слова. Перчатки душелова. Один раз заход. И попадание так обезоружия восстанавливает здесь. Ну, короче, да. Рафаил, ты где? Где? Вот ты. Это я беру. С собой. Что у тебя тут? Денежки, ликер, доспехи адского заката, ну такое. Ну так вот, мне доспехи адского заката не нужны, ровно как перчатки. Тут у нас дневник Рафаила, давайте почитаем. Глава из дневника Рафаила написана ленивой рукой. Хотя я в течение множества крайне удачных сезонов повсюду забрасывал сети своих договоров, никогда еще смертные не привлекали меня так сильно, как сейчас привлекают зараженные паразитами. Этих рыбок несет прямиком к погибели, к стальному крючку, на котором вовсе нет наживки. Как они сопротивляются течению, как неумолимо его давление и в рывки его темная подводная тяга. На другом конце удочки летит. Как должно быть, дрожат его щупальца, словно остывшее желе в предвкушении улова. С каждым днем на берегу неспокойной реки его все больше и больше. У этого процесса есть название, которое я сейчас произношу вслух, чтобы распробовать его на вкус. Целиморфоз. Такое развитие событий надо использовать творчески. Ведь когда крючок блестит, а смерть так близка, что может занимать в сознании пораженной рыбы больше места, чем перспектива спасения. Да, поэтичненько ты, конечно, описываешь, ничего не скажешь. Глава из дневника Рафаила, написанная ровным властным почерком. Прошлой ночью мне приснилась река. Я брел вперед, и вода доходила мне до пояса. Ржавые крючья торчали из воды, словно кривые зубы какой-то древней утонувшей твари. Луна над водой раскололась, огонь вылетел из нее на обрубленных крыльях бестолковых, безумно щебечущих птенцов. Они превратились в извивающиеся продолговатые тела, похожие на сперматозоиды, но когда они оказались в воде, это уже были рыбы с чешуей оранжевого и золотистого цвета. Раздался шум. Темная вода вспыхнула, словно рыбы были спичками, а река масляной змеей. Из пламени ко мне приближались зараженные паразитами. Среди них был один, который говорил за остальных. Он жестом указал на плавящиеся крючья, а потом внезапно заглянул на меня, и по лицу я его увидел, что он меня превзошел. Я проснулся, и мужество мое окрепло. Я не отказался от планов в отношении личинок. Я Рафаил. Меня нелегко превзойти. Я Рафаил навевает какие-то, знаешь, вайбы, как его... Я Ибрагим из... Откуда он там? Не помню. Пофиг.
Последняя глава из дневника Рафаила. Почерк его неровен, то тут, то там его уверенная рука начинает двигаться хаотично, словно временами его охватывают эмоции сильные и неожиданные. Сюжет закручивается, говорит выражение, но совершенно не соответствует действительности. Сюжет мутирует, появляется и исчезает. Я придумал не менее 13 вариантов получения короны Карсуса, однако в бурном потоке этой вечно текущей реки замыслов я, самый осторожный из рыбаков, нахожу свой улов ускользающим и трудноуловимым. Даже в сотрудничестве такая двусмысленность и восхитительная неожиданность. Но вот добыча заглотила крючок. Целиморфоз потерял неизбежность, и они так и не смогли осознать, а могли ли они осознать, что, оставляя реку, отправляются прямиком в аквариум. Я здесь хозяин, князь сделок, облаченный в хитрость, как алый атлас. И все это скрыто под возвышенно очевидными истинами, которые нельзя сбрасывать со счетов. Итак, рыбак подсекает леску. Зараженные личинками мой улов. Боритесь как хотите, извивайтесь, бейтесь, молотите изо всех сил, все равно. Клянусь зловонным пламенем ада, я получу свое. Как тебе сказать, дорогой мой? Ты лежишь вот в такой интересной позе, кстати, я бы хотела посмотреть. Может, покажи. Ну, так, лицом вниз, ну ладно. Never mind. А можно я еще пойду похилюсь у вас тут? Быренько. Просто было бы хорошо, на самом деле. Было бы хорошо подхилиться у вас тут. А, кстати, поговорить со всеми. Defeating a devil in his own home feels very, very good, actually. Скажи. Да, мы справились. Вот так вот. Кто-то еще что скажет, Лазарь? Молот у нас в руках, дьявола больше нет. Наша мощь неоспорима. Right. Кстати, я хотела в несколько мест сходить перед тем, как уже приближаться к концу. В полном порядке. Ну, давай уже делом займемся. Да, хорошо. Короче, я сейчас хочу что? Отхилиться, потому что я не хочу тратить ячеечку. Я хочу отхилиться у них тут, а потом пойти в эти самые места, которые хотела, чтобы вам хочу показать, если я не забуду и если все получится. Тут экран восстановления нас не восстановил, но ничего страшного. Пойдем так. Стой! Нет, где Юркер? А, я у него уже первый раз все забрала, ну. Зря он не захотел перейти на мою сторону. So you wormed your way into the devil's lair, risked mind, limb, and freedom, all to steal the Orphic hammer. I hope your ambitions end there. I have already told you that the Githyanki prince only wants to see you dead. Я уже говорил, что принцу Гитянки нужна только твоя смерть. Но похоже, что до сих пор не доверяешь мне. Открой призму. Наследнику Гид я доверяю больше, чем мерзкому Гайху. Лишь то, что он пленен, позволяет тебе оставаться на свободе. Но ты и сама это знаешь. И тем не менее. Как ты стелишь? Мы не должны повторять эту ошибку. Давай действовать сообща. Ты делаешь то же, что Троица Избранных. Да, ты знаешь, что я тебя... Ты мог это стелить, если бы ты не сказал все то, что ты говорил до этого, о том, что мы твои как бы марионетки. Поэтому сейчас ротик закрой, спасибо. Ой, как же я ему доверяла в первое прохождение. Это было так обидно, боже. Я стану с тобой сотрудничать, но никогда не буду доверять тебе. Меня расстраивают такие слова. Что ж, как бы то ни было, наши судьбы связаны. И если счастливого союза не получилось, я согласен на брак по расчету, так сказать. Ты, наверное, считаешь, что совершила блистательный подвиг, убив дьявола. Но на деле ты лишь разгладила одну складочку. Старший мозг будет далеко не таким легким противником. Нам нужно продолжать наше путешествие и найти его. Парлок. Careful, soldier. I'm burning really hot. Had a nice break in the hells. Now that we're back, my engine's in overdrive again. Let's move. A trot will take my mind off being barbecued alive. Да. Это так. Чисто ради интереса я еще поговорила с вот этой женщинкой внизу.
Где-то тут вот Хельсик. Very well. Where am I? Сейчас скажешь. Trips to the hills Путешествия в ад обычно are бывают в один usually one конец, way, особенно когда путешественница especially when the наводит там такой traveler шухер, как causes ты. the kind of trouble you did. I knew you were a То, что ты thief. ворюга, ясно было сразу, Didn't но я не думала, realize что you ты were a убийца. killer. Raphael's death Смерть is Рафаэла already по всей causing преисподней quite a наделала stir шуму. across the Редко hells. случается, чтобы простая It's a смертная rare прикончила thing for a дьявола его mortal калибра. to slay a devil of his stature. I'm Тебе удалось impressed меня впечатлить. and just a Даже слегка little напугать. bit intimidated. Your coin is Мы тут always всегда будем welcome рады here. твоим денежкам. And Ну и so are тебе, you, дьявола-убийца. Devil Slayer. Спасибо. Спасибо, до свидания. Давайте посмотрим, что у нас в принципе осталось. А у нас так-то и особо не осталось дел. Ну, я имею в виду, кроме убийства Орин. Ну и дальше уже, в принципе, по сюжету почти что конец. Что это такое? Обследовать фейерверки. Я просто не хочу этого делать, потому что я уже вам говорила, там ничего особо интересного не будет. И где находится то, что я хотела вам показать? Господи, боже мой, я пока оббегала половину карты, чтобы найти это место, потому что я забыла просто, где оно находится. Но я вспомнила. Нашла, то есть. Сообщество. Ложа сообщества блистательных. Тут. С радостью сообщаем вам, что ваш реферат на тему изображения глубинных гномов в литературе Дроу середины века одобрен для публикации после внесения ниже следующих правок. Сообщество блистательных. Далее следует 36 страниц правок. Не знаю, с чего ты взял, что у тебя есть право открывать свою лавку в нашем славном городе, но во вратах Балдура тебе не рады. Уматывай в свое подземье или в Абсолют, или откуда-то там. И чтобы в нашем городе духу твоего мозгоедского не было. Вот, мы заходим. Что это за сцена? У того, кто это сделал, не было ни стиля, ни логики, одно изуверство. Да-да-да. И вот мы видим, что все тут немножечко мертвые, самую малость. Если вы не поняли, кто это, я напоминаю. Сообщество блистательных мы встречали Амелума и Хоб-Гоблина умного в первом акте в подземье. Вот кто это за сообщество блистательных, если что. Это во-первых. Но подождите, где вот записи? Записи давайте. Или письмо. Давайте все почитаем, что здесь. Душа моя Эйнрахель, мы знали, что этот момент настанет. Когда ты найдешь эту записку, меня уже не будет. Несмотря на все твои советы и все мои старания, зов библиотеки Грейвен Хэллоу невыносимо манил меня. Знаю, ты будешь сердиться, но также знаю, что будешь волноваться за меня, поэтому пишу тебе. Не волнуйся, я верю, что библиотека укажет мне путь. Ну, это не супер интересно, можете дочитать. Я ищу конкретную записку. Если я не смогу проверить свои гипотезы в контролируемых условиях, то они так и останутся простыми теориями. Мне нужно жизнеспособное яйцо Гитьянки. Я должен каким-то образом заполучить его, или получится, что Хавглак не серьезный исследователь, а просто интеллектуальный дилетант. Короче, вот это сообщество блистательных, также напоминаю. Они искали яйцо Гитьянки, и мы в первом акте в яслях Гитьянки встретили женщину, которая сказала нам: украдите вот это яйцо. Ты кто? Ты кто? Принесите его сюда. И я такая, типа, ладно, окей. И я как бы продала ей тогда яйцо. И я вам еще тогда сказала, что вы можете оставить яйцо себе, и тогда в конце будет маленькая небольшая катсцена с Лаэзель, если оставить яйцо. А ты кто? Heavens, what's the hold up? Вот, я, как вы поняли, яйцо тогда себе не оставила, я что-то протупила. Ты можешь поговорить с ним? Давай. Я напоминаю, зачем они искали яйцо Гитьянки, чтобы посмотреть, правда ли, что в гидах вложена жестокость, или если растите в нужных условиях, то они вырастут не типа, что кровь не имеет значения, короче, вы поняли. Почему тебя убили? Недосмотр. Не сделал превентивную ликвидацию.
Чем ты занимался? Доказательством генетической теории морали я оказался прав. Кто убил тебя? Подопытный. Молодой гид. Тарис. Ну, короче, чел такой, типа, принесите нам яйцо китянки, я докажу, что они неплохие, а просто из-за своих условий такие. Также чел лежит мертвый, убитый этим китом. Но все не так однозначно. Где твой убийца? Труп не знает ответа. Что с тобой произошло? Эксперимент пошел не так. Не по моей вине. Да, не по твоей, а ну повари мне тут. А да, я посмотрю, что это там. Ключик возьму. Что еще? Тут есть какая-то записка. Нету, идем дальше. Нет, тут реально не все так однозначно. А ты не могла бы свалить отсюда? Типа вообще кто? О, образец летицкого паразита. Паразита. Свали, пожалуйста, а не то мне придется тебя чуть-чуть... Ну. Ты поняла. Не то, что ты хотела бы. Так, ключик. Разбитая банка с паразитом. О происхождении зла. Убрала паузу. Дьяволы, демоны, свежеватели разума, дроу, китьянки. Что общего у этих созданий? С распространенной точки зрения их объединяет то качество, которое мы зовем злом, но так ли это? Если поскрести верхний слой, легко обнаружить, что есть и другие общие знаменатели, пожалуй, более привычные нашему пониманию, нежели трудно описуемое зло. Далее развивается мысль о том, что в зарождении зла якобы повинны страдания поколений, боги, личности, окружающая среда. Однако никаким определенным выводом автор не приходит. Произношение именований чудовищ на всеобщем. Так, туточки у нас. Идем. Ровный сундучок. Запертый. Записка с благодарностью какая-то. Господи. Что я хочу? Я хотела что-то кому-то взять. Наверное, да. Я не помню. Пофиг. Дневник какого-то чувака. Тут точно должно быть что-то. Я назвал его Тарисом в честь кодекса Птолиан, в соответствии с которым буду его воспитывать. Мы придумали, как ускорить его рост, чтобы сократить время обучения и получить быстрые результаты до конца сезона. Ребенок, похоже, хорошо воспринимает учение, в честь которого назван. Он учится быстро, с усердием, вниманием, неистовым аппетитом к знаниям. Смею утверждать, что это лучший ученик из всех, кого я видел. У него есть лишь один недостаток, некоторая жестокая прямолинейность в трактовке правил кодекса. Например, на днях я пристукнул его... Например, на днях я пристукнул в его комнате крысу, и Птарис тут же врезал мне по лицу. На вопрос, почему он так поступил, он ответил: правило номер 5, почитание и защита низших видов. Но Птарис, возразил я, ведь крыса была просто паразитом. Сначала одна крыса, потом весь вид, ответил юный гид. Ты не следовал кодексу. У меня не нашлось ответа, который бы его удовлетворил. Я совсем забросил заметки, но тому есть причина. Птарис жадно глотает знания, я с трудом за ним поспеваю, я начинаю бояться за него, он одержим. Боюсь, его индоктринация оказалась слишком уж успешной, мои собственные раны свидетельствуют того, с какой горячностью он соблюдает кодекс. Он считает себя абсолютным добром, но любой посторонний наблюдатель увидел бы, что это не так. Птарис жесток, навязчив, смею сказать, опасен. Но мне до сих пор не ясно, является ли это следствием его личного характера или природы китьянки. Right. Мне было лень переключаться на Стариан, об этом я решила вскрыть ей. Ею. Приписка леди Эстер.
Мастер, надеюсь, мое письмо найдет вас в добром здравии и расположении духа. Позвольте представиться, я леди Эстер, страстная любительница загадок мироздания и преданная почитательница чудес побережья мечей. Цель моего сегодняшнего послания — поделиться с вами захватывающим открытием. Мне удалось обнаружить действующие ясли гитянки прям... можете дочитать, остановить, паузу поставить. Вы поняли. Это та самая леди, которой мы это яйцо продали. Тоже деревянный сундук. Я не беру это все, мне на это все пофиг. Ладно, идем вниз. Да блин! Все, залезли, молодцы, слазим. Портальчик. Кто ты? Одна из тех, кого нужно научить разнице между хорошим и плохим. Что-то в этом юном гитянке кажется тебе знакомым. Уж не он ли вылупился из яйца, которое ты забрала из яслей? У меня два вопроса. Как они заставили его быстрее вырасти? Но это ладно, это еще там магия, все дела, окей, хорошо, зелье, фиг знает. Два. Как мы могли что-то узнать в этом гитьянке, если он был в яйце? Ну, типа, что-то в этом юном гитьянке кажется тебе знакомым. А как? А почему он в яйце был? Ты его пару секунд с собой поносила и продала. И, типа, в яйце. Ладно. Я Велари, а ты кто? Или приятно вновь видеть тебя, гитьянки? Не-не-не, подожди. Надо подумать. Так это ты устроил резню, которую я там видела? Отец был плохим. Они все были плохие. Я пытался сделать их лучше, но они были недостаточно сильные, им не хватило твердости. Нифига себе. Что такого ужасного они сделали? Они не смогли жить по кодексу отца. Даже он сам этого как следует не мог. Он не был праведным, он не был невинным, у него были нечистые мысли. Такое зло можно исправить только одним способом — болью, страданием. А если это не поможет, смертью. Скажи мне, ты хорошая или нет? Так... Жрица Талоса, оставите глупости, нет ни добра, ни зла, имеет значение только сила и власть над другими. Зависит от того, что ты считаешь хорошим. Тебе не нужно считать. Есть кодекс Тариан, ты ему следуешь? Что такое кодекс Тариан? Это честь, справедливость. Закон настоящего добра, по которому мы все должны жить, потому что нам его дал сам Бахамут. Ты точно не можешь следовать ему. Я знаю, что ты мне сделала. Я вижу воспоминания в твоей голове. Ты украла меня у моего народа. Так, я оказался у этой женщины. Я был не вылупившийся, беззащитный. Ты принесла меня сюда, чтобы мой отец мог мучить меня. Гитьянки, выросшие в изоляции. Его кровь кипит, как у сородичей на их пути. Ему неведомы. Ты плохая. Тебя нужно проучить. Так, если бы не я, тебя бы убили, я тебя спасла. Давай. Хорошо. Ты пыталась спасти меня? Я не понимаю. Отец спас меня. Я был плохим, злым, но его учение сделало меня хорошим. Я исцелен. Он тебе солгал. Никто не рождается злым. Но зачем тогда он причинил мне боль, если не хотел меня исправить? Кодекс плохой. А я чудовище, как он и говорил. Я не заслуживаю доверия.
He is lost. Он потерян. A shame. Жаль, мог бы He стать could have отличным proved a great союзником ally to Орфея. Orpheus. Ну, вот, к слову. К слову, во-первых, тут Ледестер лежит. Во-вторых, мы только что из разговора поняли, что его, походу, мучили так-то здесь. Вот он таким и стал. То есть они пытались доказать, что жестокость не зависит от воспитания, тем самым они воспитали его так, издеваясь над ним, что он вырос жестоким. Ну, типа, что за парадокс? Вы что, дурачки Better там? the egg were Лучше бы мы destroyed than to уничтожили яйцо, чем spawn так. such. Оно породило такую аномалию. He will Он не never будет suffer страдать under под игом Vlaakith's Блакет, yoke. но он не увидит и полета But he кометы, will не also сможет never жить see свободно the в сиянии crash of the принца. comet, or live freely in the prince's glow. А поговори с ним. Mother Gith would have me Мать Гит look повела бы ahead, мне never смотреть вперед и не behind. оглядываться назад. But I can Но я only продолжаю wonder, спрашивать себя. how might Мог that бы этот boy мальчик have послужить served his своему people народу, если бы if ему he'd дали only шанс? been given the chance? А ну попробуй с ним ты поговорить. Может, кто хочет поговорить? Вундеркинд Гитьянки. Нельзя, не хочет он говорить. А почему именно Вундеркинд? Это что значит? Мне его жаль, правда. Возможность от сообщества блистательных. Мгм. Слушай, а с тобой можно поговорить? The corpse has Нечего сказать. Ну, ладно, она не хочет со мной говорить. Булочка с семенами. А он, походу, тут жил. Something good here, I hope. Here goes nothing. Нет слов, честно говоря, нет слов. Да, блин. Ладно, окей. Я так думаю, что мы In death. в следующей серии пойдем убивать Ориан. Здесь мы можем еще только сходить в руины подземного города, чтобы сходить к этим гильдии. Да-да-да, точно. Сходить в гильдии. Хороший вариант. К слову. Еще бы я помнила, как туда идти, правда? А я не помню. Я не помню. Понимаешь? Сюда, что ли? Нет, нифига не сюда. А куда? Блин, сколько тут вообще этих... Господи, куда идти? Я путаюсь в этих... подожди. Я путаюсь в этих руинах, капец. Ладно. А я что, разве... А я разве не была в гильдии? Мне казалось, я там была, но... Это тут у нас, кузен. Очередная абсолютистка притащилась поглядеть, что мы сделали с бедняжечкой Сарин. Твоего поднял у нее рассудок, сектантка, так что бедоки лишили ее головы, но я сжег плоть на ее костях. И вот ты заявляешься, чтобы помешать проведению погребального обряда над ней. Элементаль жира. Чел, я с тобой не разговаривала. Кузен говорит, что взамен мы возьмем тебя. Он говорит, что, судя по твоему виду, ты послужишь отличной растопкой для погребельного костра Сарин. Ты ошибаешься, я не поклоняюсь Абсолюту. Блажен, кто верует. Абсолют до неузнаваемости искажает тех, кого забирает себе. Мы с Сарин и Бердеки были лучшими ворами в вратах Балдура. Мы проникли в приемную Гордыш и выяснили, что он заодно с Абсолют. Твои дружки-сектанты начали охоту на нас, так что мы были вынуждены скрываться здесь. Тут мы вместе с нашим награбленным добром были в безопасности до тех пор, пока тьма не отравила разум Сарин. Она спрятала от нас добычу, заявив, что мы с Бедеки стали вести себя странно. Чел, ты правда ведешься странно. Я не хочу с вами драться, я не хочу. Сарин сама стала сектанткой, так что мы сделали то, что должны были сделать. Бедеки оплакивал ее, пока не потерял голос, а потом и его тоже не стало. Так что теперь осталось только я, чтобы провести над Сарин обряд погребения. И мой кузен, потому что его нельзя проводить обряд без свидетельства свидетелей своего клана. Или без растопки для костра. Ты странный, отстань от меня. Запугивание. Я не сектантка, думаю, твоя подруга тоже не была. Этот страх обратил тебя следом за... Короче, запугивание, давай. Все, быстренько. Я не хочу с тобой разговаривать даже.
Я не могу. Я последний из нас, кто может провести обряд. Я должен провести обряд. Тогда проходи, не возвращайся. Это место последнего упокоения Сарин и погибели всех, кто потревожит ее. На самом деле, тут есть, не квест, это скорее скрытый мини-квест. Найти черепок этой Сарин и положить в ее могилку. Она там что-то, не могилку, но туда, вот туда, где он там, вот сюда. И типа она там что-то даст, но это не то чтобы важно. Поэтому я не хочу этого делать. У нас там кто-то упал, да? Ладно. Вот, тут сюда нормально. О! Как Китрак-Воз. Китрак-Воз. Откройте дверь. Откройте дверь сейчас же мне. Супер, хорошо. Я сохранюсь. Да будет астральное море спокойным, когда ты над ним полетишь. И да будет твой разум подобен стали, дабы клинок твой стал серебром. Тебе удалось добыть орфический молот? Сможем ли мы наконец разбить узы, сковавшие нашего принца? Молот у меня. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. The prophecy is one step closer to fruition. Gith's son will soon ride against Vlaakith, Voss, and I will follow him into battle. And you will У wield the тебя в руках greatest будет gift величайший Mother дар, Gith который ever Матерь Гит granted когда-либо her вручила daughter's своим children. отважным детям. A silver sword. I will carry Я буду for the владеть им во honor славу of Гит, Gith, свободительницы, the ее great незабвенного liberator, сына. and her unforgotten son. Istik, now that Теперь, you have когда the молот в hammer, твоих you must руках, find тебе a надо way найти to enter способ the проникнуть в astral астральную prison. призму. Once inside, Оказавшись внутри, smash сокруши путь Orpheus' Орфея, его bonds. крик His сотрясет cry миры, и я will прилечу shake к the тебе на plains, подмогу. and I will fly to your aid. The Prince of the Принц кометы Comet вновь will обожжет sear the небеса. heavens Сперва мы again. одолеем First Абсолют, we'll потом defeat the заставим королеву Absolute, Лича then we let содрогнуться. the Lich Queen tremble. Обязательно. Одумайся, я не позволю тебе войти. Игнорируй императора. Ну давай игнорировать. Questions, Istik? Вопросы, Истик. У тебя You seem to be задумчивый lost вид. in thought. Стоило Орфею учуять личинку, его страж перешел на нападение. А не набросится ли он на нас, если мы его освободим? The Prince of the Comet Принц aches Кометы for радеет о Githyanki благе всех liberation Гитьянки. more Это than he важнее, чем abhors ненависть к одному Gith. отдельно взятому He Геху. might see Он when может you free. вспылить, когда ты придешь позволять его. Он может скрежетать зубами и проклинать твое But he имя. will Но он see образумится. reason. Я тебе I обещаю. promise you. Проникнуть в астральную призму будет непросто. Yes. Да, But you will но и meet с этим this испытанием ты challenge, справишься, as you've met как и so со всеми many others. предыдущими. Ну все тогда. Istik, friend to Истик, Orpheus. друг Орфея. Вместе с Together тобой мы we will прикончим end старший the мозг, который elder brain сотрясает этот which город. shakes this city. Потом пойдем войной на Влакит, And turn королеву our sights обмана. to Vlaakith, the queen of deceit. Мы показали его орфический молот, он вручил нам могущественный серебряный меч, оружие высочайшего класса у Гитьянки. Я, кстати, его дам Лаэзель, потому что, ну, во-первых, она заслужила, во-первых, да. Во-вторых, ну, во-вторых, а почему нет? Вот, пожалуйста. Что хочешь сказать? С самых ранних лет, когда я впервые взялась за оружие, мечтала о серебряном клинке. Клинке, что рассекает плоть и мозг, тело и разум. Мысль о том, чтобы завладеть им, пленяла, о том, чтобы быть им убитой, ужасала. Вся кровь, что прольет мой меч, будет данью принцу Орфею. История. Припомнить, что тебе известно о серебряных мечах Гитьянки. Не упустила ли Лаэзель чего-нибудь? Нифига себе. Ты вспоминаешь важную особенность, связанную с серебряными мечами. Гитьянки запрещают всем прочим народам пользоваться этим оружием. Ведь такими мечами могут владеть только гитьянки, верно? Лишь дети Гит могут носить клинки из серебра, если только гитьянки не даст на то разрешение другим в особых обстоятельствах.
Великие планы Летида все ближе. Истинный наследник в плену. Обстоятельства особые. Я разрешаю своим союзникам использовать мой серебряный меч. О, как мило, Лайзель. Не хватит ли одного этого меча, чтобы освободить Орфея? Да нам пофиг, у нас же есть этот. Что такого особенного в этом серебряном мече? Не просто оружие. Он продолжение твоей воли, будто часть тела. Тебе нужно лишь подумать, ударь, меч ударит. Меч сам знает, куда и как надо бить. Он сам направляет твою руку. Древние скрижали рассказывают, что в каждом мече заключена частица живых врат, портала из плоти, созданного из самого вещества кошмаров, самого. Серебро ранит тело, а вещество врат ранит разум. Это грозное оружие против гейхов. Ну все, отлично. Все, пока. Пойдем. Пойдем. Ой, спасибо. Ой, как мило. Сорян. Я собиралась вообще найти этот... Господи. Как они называются? Скажите мне. Кто-нибудь напомните, боже. Опа. Ни у кого тут нет этого? Нет, хорошо. Короче, если к ним подойти к Гандерлу с этим... Как называется это оружие? Латандера. С булавой Латандера, то его дети исчезнут, и он нападет. Ну, я без Латандера, поэтому все нормально. Кстати, его дети, я напоминаю, ведь это те, которых мы освободили. Вампиры. What have they done to you? I'm hungry, Father. I'm so hungry. It hurts, Father. The hunger. It never stops. Please, do you know of anything that can be done? Ты знаешь, что сейчас, что можно сделать? Пусть животных жрут, что тут сделаешь? Хотела тебе найти другой выход, но правда твоя. Это всяко лучше, чем если они начнут жрать двуногих. А почему humans перевели как двуногих? Ну ладно. Ну ладно, окей, хорошо. В принципе, можно перевести как... Нет, я все еще не понимаю, почему перевели как двуногих, правда. Я понимаю, что там типа не только люди имеются в виду, как humans, вообще полностью всякие расы, там и гиты, и эльфы, и полуэльфы все. Но можно же было сказать, типа, народ там. Ну или как-то еще, я хз. Окей. Да, вот там вот находится эта фигня. Мы там реально не были? Стоп. В смысле? А, вот с этой стороны. Не знаю, с каких пор я завтыкала этот момент, но мы, походу, реально не были в... Нет входа, нет выхода. Мы не были в гильдии, я в ужасе, я в шоке, мне казалось, что мы были. Вы все там где? Я думаю, давайте зайдем в гильдию в следующей серии тогда. Там не особо много дел, в принципе, но... Окей. Лайзель, ты где? Ну почему всегда кто-то обязательно остается? Все, заканчиваем. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.